Ремонт клапанов, залива воды, стиральной или посудомоечной машины. Они бывают разные. Во-первых, подключения бывают вот такие под клеммы и такие вот под фишки, под разъемы. Неисправность их обычно. Ну, то есть вот вода подключается вот сюда. Здесь есть, на входе есть фильтр. Здесь фильтр и здесь фильтр. Видите, они немножко разной конструкции. Но это не столь важно. Важно вот когда вот если вдруг перегорела катушка, то ее, в принципе, ее можно заменить. Но надо смотреть, какое подключение. О сопротивлении катушек. Катушки должны иметь сопротивление от 2,5 килоом до 5. Тогда они рабочие. Если есть разрыв, бесконечность сопротивления или наоборот очень маленькое сопротивление, то значит катушка не рабочая. Вот смотрим. Вот эти катушки показывают имеет сопротивление 4 килоома, 440 Ом. Это, соответственно, примерно такая же. Вот катушка. Другого клапана. $3 750. Вот еще одна катушка. В принципе, они все равно все взаимозаменяемы. Коммутируют катушки семистр, у него большие запасы по мощности, так что любую катушку единственное надо смотреть подключение. Потому что если вместо такой поставить и это, то надо будет, соответственно, и подключать его не клеммами, а разъемами. Заменить ее, в общем-то, довольно-таки просто. Просто вот поддеваете, снимаете, вставляете другую, рабочую. Вот и все. Катушка при подаче на нее переменного напряжения, она втягивает якорь, который находится вот как раз вот
здесь вот, в принципе, можно разобрать ее. Она выкручивается, но здесь она заварена, потому что здесь все-таки давление где-то 8 паскаль. И нужно хорошее соединение. Это вот тоже для крепежа. Иногда она вставляется просто вот в корпус, вот так вот, в посудомойках. А в стиральных машинах обычно она перекручивается вот винтами. Вот я хочу разобрать входной клапан, показать, что оно внутри есть. На этом клапане, да, вот видите, он может быть как на одно направление, как и на два. На два направления, естественно, соответственно, две катушки. Это на одно направление, это на другое направление. А вход у них один. Что это и что это. Сюда подключается заливной шланг. Вот мы покажу вам внутреннее устройство вот на этом клапане. Потому что здесь его проще открыть. Просто открутить винты, саморезы, и мы увидим его внутреннее устройство. Ну вот мы открутили все винты, снимаем катушки. И вот смотрим, вот этот якорь, который втягивается, когда напряжение. Да, здесь внутри якорь упирается в пружинку. То есть эта пружинка, она прижимает резиновую прокладку. Вот ее можно вынуть. Вот что она из себя представляет. Надо, когда разбираете, надо посмотреть, нет ли здесь каких-нибудь песчинок, кусочек ржавчины, потому что это все влияет. Эта резинка, она в принципе снимается, ее можно помыть. Вот. Она пережимает вот это отверстие. Естественно, если их две, надо смотреть обе. Ставится на место таким же образом, как и снимается. Здесь вот есть, то есть она вот входит в зацепление в центральном и для надежности она еще крепится вот боковым таким крючочком. Одевается она таким же образом. Единственное, только надо вот следить, чтобы совместилось. Это вот крючочек, и заправить ее нужно вот в центральный вход. Вот таким образом по кругу заправляем ее в центральный вход. Здесь нужна аккуратность и чтобы все было сделано, чтобы она все встала на место.
вставочек. В общем, все это надо сделать очень тщательно. Иначе будет работать неправильно. Так, вот крючочек. Смещаем. Таким образом совмещаем и заправляем. Вот так. Потом берем его, опускаем туда. Таким же образом, вот когда они все хорошо сделано, вот примерно не так, вот такая усадка идет. Теперь вот через эти вот дырочки идет вода. Якорь подпружиненный. Ставим его на места этого якоря и одеваем катушки. Закручиваем саморезом. Следить нужно, чтобы какие неисправности бывают. Бывает, что клапаны просто подтекают, когда у них между резиновой прокладкой и перекрываемым каналом попадает какая-то трещинка, кусочек ржавчины. Естественно, он начинает пропускать. Этого нельзя допускать. Потому что в таком случае, когда даже вас нет, напряжение не подключено, ничего, он просто будет у вас от давления воды в системе. Просто будет подтекать потихонечку, 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 потихонечку. И будет переполнение, затопит все, что можно. Вот такие. Разные контакты, разные количество направлений, разные фильтры. Ну, фильтры, они взаимозаменяемые. Вот что можно сказать о ремонте клапанов залива воды в стиральных и посудомоечных машинах.